Всем привет! Такая вот перед вами моделька. Покупался она по артикулу 94211 с названием Crazyst, но на ней почему-то надпись Бронтозавр, который идет по артикулу 94111. Вообще у Бронтозавра на сайтах на многих можно найти описание, в котором, например, я отметил для себя сервопривод рулевого управления на 3 килограмма, аппаратуру, не имеющую никакой защиты от воды. Здесь же у нас есть вот такой вот сервопривод на 6 килограмм. Есть у нас наклейки Waterproof на регуляторе и на приемнике. И вроде бы как можно даже ездить по воде. Но, наверное, делать этого все-таки не стоит. Мотор у нас открытый. Контакты на приемнике тоже открытые. Но все-таки наклейки есть, значит, что-то там сделано, что радует. Что можно рассказать об этой модельке? Моделька полноприводная, мотор 540 серии, 4-канальный приемник, 3-канальный передатчик, подвеска по 2 амортизатора на каждое колесо. Также в комплекте идут проставки под пружины различной высоты, по 2 на каждое колесо, они разные причем. То есть жесткость пружин можно регулировать. Что здесь у нас еще можно рассказать? В модельке есть регулировка углов развала схождения. То есть вот на переднем мосту у нас есть регулировка верхних рычагов, это регулируется развал, и регулировка рулевых тяг, тут регулируется схождение. На заднем мосту у нас есть регулировка верхних рычагов, то есть тоже развал регулируется. Если все это выставлено правильно, то машина должна ехать ровно туда, куда вы ее направили. Если она у вас ехать отказывается, едет с отклонениями в какие-то стороны, есть у нас вот такой пульт, на котором очень много настроек. Я вообще недавно совсем в этой области, и у меня эта моделька первая, вопросов было очень много. Начнем с первого. Вот такой вот регулятор поворотный. Сейчас стоит в среднем положении на 12 часов. Что он у нас регулирует? Он у нас регулирует угол поворота колеса. То есть, если машина у вас едет с отклонением в какую-либо сторону, его можно поворачивать по или против часовой стрелки и тем самым прямо на ходу выровнять направление движения. Сейчас попробуем включить все это дело. Приемник. Так. Сейчас колеса стоят ровно. Если же вы все-таки заметили отклонение, хотите что-то подправить, вот таким вот движением можно видеть, что колеса поворачиваются. Но, повторюсь, делать это стоит после того, как вы уже отрегулировали развал схождения механически, то есть тягами и рычагом. С первым мы разобрались. Следующий регулятор поворотный, вот такой вот. Я так понял, что он отвечает за остроту управления рулевого. То есть сейчас стоит опять же на 12 часов среднее положение. Можно выставить минимум. Против часовой стрелки вывернули его. В этом случае у нас модель не будет отвлекаться на рулевое управление. Сервопривод подает какой-то звук, но движений никаких. Выворачиваем в среднее положение. Вот видно 12 часов. Будет вот такие вот плавные движения колесами. Теперь ставим максимум. Поворачивается более резко. На большой скорости это хорошо помогает. Следующий регулятор у нас
регулирует как бы баланс между движением вперед и назад. То есть сейчас опять же стоит в нейтрале на 12 часов. Поворачиваем по часовой стрелке. И начинается у нас движение вперед. Как объясняли в магазине, здесь что-то регулируется с тормозом, с положением тормоза или еще что-то. Я не совсем это понял. Вращаем против часовой стрелки, и у нас движение назад. В общем-то вот. Выставляем среднее на 12 часов. Тут же рядом у нас есть два реверса. Это реверс рулевого управления и реверс движения вперед-назад. То есть, если мы сейчас поворачиваем руль влево и колеса поворачивают влево, вправо, вправо, после реверса все это дело будет наоборот. Поворачиваем влево, колеса вправо, поворачиваем вправо, колеса влево. Тут все понятно. Следующий реверс — это реверс движения вперед-назад. То есть сейчас вот он выставлен в это положение. При нажатии на курок машина едет вперед. При нажатии курка вверх машина едет назад. Соответственно, меняем и получаем обратный эффект. С этим тоже все ясно. Также рядом, пока не забыл, есть такой разъем для подзарядки аккумуляторов, если для питания передатчика используются аккумуляторные батарейки. Топ. Следующий поворотный регулятор — это у нас ограничение максимального угла поворота в ту или другую сторону. То есть поворачиваем регулировку. Здесь у нас идет уже шкала, не среднее положение. Шкала идет от 0 до 10. Сейчас левый регулятор верхний у нас вывернут в 0 в положении. Что это дало нам? У нас есть поворот вправо, но нет поворота влево. Поворот влево отсутствует. Ставим на деление 4. Поворот вправо у нас есть полностью. Поворот влево у нас есть на совсем небольшой угол. Ставим максимум. И поворачиваем получаем полный поворот влево. Максимально возможный. Но аналогично здесь. Регулятор верхний правый. Выкручиваем полностью против часовой стрелки в положении 0. И у нас исчезает поворот направо. Таким образом мы можем регулировать углы поворота, максимальные выставлять. Что зависит от этого угла поворота? В первую очередь, конечно, зависит от него радиус, по которому будет разворачиваться модель. То есть при положениях 10 разворот будет по самому меньшему радиусу. Но если поворотов очень много, соответственно, скорее всего, будет быстрее изнашиваться привод колеса. То есть, чем меньше поворачивается, тем он дольше изнашивается, дольше у вас живет. Я для себя ставлю 8-9, как бы оптимально, до максимума не выставляю, вполне достаточно. Следующие две регулировки. Вот такой вот поворотный регулятор и такой. Это у нас ограничение максимальной скорости вперед и назад. То есть вот этот регулятор отвечает за максимальную скорость вперед, это максимальная скорость назад. Ставим в 0. И у нас никакого движения нет. То есть на курок моделька не откликается. Выставляем. Так, это лучше показать вот как. Будем держать курок. Как бы машинка должна в это время ехать вперед. И плавно поворачиваем регулятор по часовой стрелке. Вот появилось небольшое движение. Мы его убираем. Вот первые толчки. Это у нас положение 3. Дальше ставим, например, 5.
Ну и соответственно 10 там будет максимальная скорость. Но максимально я пока нажимать не буду, иначе тут сейчас она куда-нибудь уедет. Ну и аналогично назад. Ставим троечку. Оп. И вот у нас небольшие срабатывания назад появились. Соответственно, тоже здесь регулируем, как нам нужно, и катаемся. Что есть еще интересно в этом пульте? Есть такая сдвижная кнопка с маркировкой SV2. За что она отвечает? Выключим на это время приемник наш. На всякий случай выключим передатчик. Два штекера имеются в приемнике. Первый штекер — это у нас сервопривод рулевого управления. Второй штекер — это у нас питание приемника. Убираем штекер рулевого управления из своего канала и ставим его в канал 3. Ставили. Смотрим, что у нас будет происходить при включении пульта, потом приемника. У нас сработал сервопривод на третьем канале. Положение кнопки вот такое. Положение изменяем. Вот так вот у нас работает третий канал. То есть, если вы хотите что-то сюда еще навесить, покупаете дополнительное оборудование и управляете им с помощью вот этой кнопки. Возвращаем все, как оно и было. Я не знаю, точно нужно ли выключать приемник на то время, пока перетыкаешь вот эти вот разъемчики. Но мне как-то так спокойнее. Собственно, все. Дальше будем пробовать катать.